Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу модную и стильную сумочку из мотивов. Вязание из геометрических фигур очень популярно. Из одинаковых фигур можно собрать совершенно разные модели изделий. Преимущественно в своем изделии я буду использовать шестигранник, вспомогательные элементы, квадраты. Из этих фигур можно собрать много моделей сумочек, но моя наиболее практичная и симпатичная. Мне потребуется полиэфирный шнур. Я использую карамель Дольче, цвет шоколадный мусс. В 100 метрах 200 грамм нити. Свой промокод на скидку для заказа материалов и инструментов вместе с ссылкой оставляю под этим роликом в описании. Использовать для вязания буду крючок 4,5 мм, вспомогательные приборы сантиметр и маркеры. И я приготовила ручку на кнопках 44 сантиметра длиной. Можно обойтись без ручки, связав ее из полотна с помощью нити. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на ладонь, оборачиваю, минуя мизинец, вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Далее в кольцо буду провязывать столбики с одним накидом. Вместе с подъемными необходимы 12 столбиков. Провязываться будут они попарно, разделены воздушной петлей. Первые 2 воздушная петля готовы. Следующие 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Воздушная петля. Так 6 пар, 12 столбиков в кольцо. Последняя пара и точно так же воздушная петля. Затягиваю нить, насколько это возможно, чтобы сомкнуть круг. Вынимаю крючок. Здесь ввожу крючок в первую кромочную косу. 2 воздушных петли — это основание столбика, и следующая петля кромочная. Увожу петлю туда. Далее делаю с помощью рабочей нити накид. Вставляю крючок в соединение, подхватываю уведенную петлю и формирую первый столбик следующего ряда. Основание и воздушная петля. Готово. Во втором ряду будет 6 добавлений. Они придутся на точке, где были провязаны воздушные между парами столбиков в прошлом ряду. Это точка начала. Следующая точка здесь. Их намечаю маркерами для удобства и наглядности. Готово. Обращаю внимание, что добавление в первую точку я сделаю в конце ряда. Поэтому сейчас провязываю 2 столбика на пути к следующему добавлению. Крючок вставляю за обе дужки кромочной косы. Накид. Подхватываю рабочую нить и провязываю столбик с одним накидом. Снова накид. Следующая точка за обе дужки кромочной косы. Столбик с одним накидом. Теперь добавление. Удаляю маркер, накид, подхватываю арку и провязываю столбик с одним накидом. В точке добавления я провязываю столбики через воздушную петлю. Сюда провязывается воздушная петля, чтобы заложить точку добавления на следующий ряд. Накид и сюда же еще один столбик. Вот что получается. Отверстие над отверстием. Снова немножко отодвигаю добавку. Здесь у меня кромочная коса, в которую я должна провязать столбик. 2 столбика между добавлениями во втором ряду.
Столбики провязываются один за другим, без воздушной петли, в отличие от точки добавления. Снова накид, подхватываю арку, первый столбик, здесь воздушная петля между столбиками и второй столбик в арку. Так завершаю ряд. У меня остался последний маркер, это точка начала ряда. Удаляю маркер, накид, в эту арку провязываю столбик с одним накидом. Сюда же был провязан первый подъемный столбик ряда, поэтому между этими столбиками, так как в эту точку добавления, провязываю воздушную петлю и делаю соединение рядов. В первую кромочную косу увожу петлю. Далее проделываю то же самое. С помощью рабочей петли накид, завожу под эту арку крючок, подхватываю петлю и формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Снова проделываю то же самое. Для удобства можно маркировать точки, куда я буду провязывать добавление. Но они очень хорошо проглядываются, как небольшие отверстия по полотну. В каждом следующем ряду расстояние между этими точками будет увеличиваться на 2 столбика. Сейчас обращаю внимание 4, далее 6, 8 и так далее. Нахожу первую точку. Вставлять крючок буду за обе дужки кромочной косы. Накид, подхватываю петлю и провязываю следующий столбик с одним накидом. Так до следующего маркера. В каждую точку провязываю один столбик. Сейчас уже 4 в этом ряду, 5 и 6 столбик приходится на маркированную точку, то есть под арку. Накид, провязываю столбик. Между столбиками, которые провязаны в арку, не забываю сделать одну воздушную. Снова накид и в эту же точку добавляю еще один столбик. Можно сразу маркировать арку на следующий ряд. Сюда же будет провязано добавление. Как я и говорила, 6 столбиков между добавлениями в этом ряду. Снова накид, нахожу первую точку, вяжу до следующего маркера и так до конца ряда. Я подхожу к завершению ряда, провязываю последний столбик перед маркером с одним накидом. Удаляю маркер, напоминаю каждый раз. В точку начала ряда я провязываю последний столбик, то есть делаю добавление. Накид, завожу крючок под арку, столбик с одним накидом. И между этими столбиками не забываю провязать воздушную петлю. После чего делаю соединение из ряда в ряд одинаково. Так я навязываю необходимое количество рядов, оно зависит от желаемого размера изделия. Здесь все повторяется по аналогии. Напоминаю, можно себя проверить, просчитав столбики между маркерами 4, 6, 8, 10, 12, 14 и так далее. Их количество в каждом ряду будет увеличиваться на 2 столбика. У меня завершается 7 ряд. Провязываю столбик с одним накидом, точку начала, прерываю нить, так как это полиэфирный шнур, опаливаю край. Вытягиваю всю длину шнура и делаю незаметное соединение в первую кромочную косу. Увожу нить наизнанку и возвращаю в исходную точку. Края можно спрятать.
Таких заготовок деталей мне потребуется 3 для моего изделия. Я уже их подготовила, а вы повторите все то же самое еще 2 раза. И переходим далее. Следующая деталь, которая потребуется, квадрат, вяжется по аналогии. Создаю кольцо. В это кольцо нужно провязать 12 столбиков с одним накидом. Первый подъемный, состоит из 3 воздушных петель. Далее накид, следующий столбик и еще один. Столбики для квадрата будут провязаны пучками по 3. Готово. Первые 3 столбика, между пучками 2 воздушные, так как на будущий ряд в это отверстие мне нужно будет поместить аж 4 столбика. Снова накид, 3 столбика с одним накидом. Итак, до конца ряда мне нужно провязать 4 пучка. Затягиваю плотно кольцо и в конце ряда не забываю провязать 2 воздушные, после чего соединение, как и при вязании шестигранника. Увожу петлю наизнанку, с помощью рабочей петли делаю накид, подхватываю петлю и формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Углы квадрата ярко выражены уже после первого ряда. Точку начала пока не трогаю. Накид, следующая кромочная коса, столбик с одним накидом. Снова накид, еще один столбик. Во втором ряду между добавлениями всего лишь 2 столбика с одним накидом. Эти точки считаю точками добавления. Под арку, где я провязывала 2 воздушные, провязываю сразу 4 столбика с одним накидом, но между парами провязываю воздушные. 2 столбика готовы. Теперь 2 воздушные, закладываю угол на будущий ряд и еще 2 столбика в эту же точку. Попутно ввязываю край начала. Готово. Вот так выглядит угол и угловое добавление. Далее снова по пути к следующему добавлению 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Каждый провязываю в отдельную точку для провязывания. И снова добавка. Здесь угловая точка. В нее провязываю сначала 2 столбика. Первый, второй. Далее 2 воздушные. 1, 2. И еще 2 столбика. Так завершаю второй ряд. И на конец ряда приходится последнее добавление. Накид. Провязываю 2 столбика с одним накидом в эту точку. Далее 2 воздушные петли. И завершаю угол, провязываю еще один столбик с одним накидом, так как первый столбик этого добавления был провязан в начале ряда. Здесь уже между этими столбиками я не провязываю воздушных петель, а сразу вытягиваю нить и делаю соединение. Вставляю крючок в соединение после того, как сделаю накид с помощью рабочей петли и подхватываю введенную петлю. Формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Он не приходится на угловую точку, а идет как самостоятельный столбик в точку провязывания. Поэтому делаю накид и двигаюсь к следующей добавке, то есть к следующему углу. Второй столбик ряда, 3, 4 и 5. После 5 столбика у меня снова угловая точка. Здесь по аналогии 4 столбика с одним накидом, но между парами провязываю 2 воздушные. Здесь 1, 2 и еще пара столбиков. Так навязываю необходимый размер, то есть рядность.
Завершается третий ряд также добавлением. На углу провязываю 2 воздушные и еще 2 столбика в угловую точку. Первый, второй. Далее немного вытягиваю петлю и делаю соединение. Увожу петлю наизнанку. Все идет точно так же, как и в шестиграннике и в предыдущих рядах по квадрату. Вывожу первый столбик следующего ряда. Готово. Он точно так же не совпадает с угловой точкой, немножко сдвигается. Продолжаю вязать, мне потребуется еще один ряд. Следующая деталь готова. Таких квадрата мне потребуется 2. У меня 4 ряда в квадрате. Между отверстиями каждый последующий ряд отличается от предыдущего на 3 столбика. Здесь 3 столбика между отверстиями. Далее 6, 9 и 12 столбиков. Размеры заготовки: 12 сантиметров по сторонам квадрата. По сторонам шестигранника точно так же 12 сантиметров. Несмотря на то, что здесь между отверстиями у меня 14 столбиков, здесь я их все равно состыкую за счет более выраженных углов. Здесь у меня по 2 воздушные провязаны, здесь по 1. Итак, перехожу к сбору сумочки. Для первого этапа мне потребуется 1 шестигранник и 2 квадрата. Швы необходимо проложить здесь и здесь. Ввожу дополнительную нить. Подхватывать буду полупетли. С одной стороны, сразу после отверстия, полупетля. И с другой стороны, полупетля над отверстием. Рабочая нить и вывожу первую петлю. Далее стежками соединительными с одной стороны полупетля, с другой стороны полупетля и соединительная. Подтягиваю начало и сразу вшиваю его в полотно, этот конец нити. Так далее, одна, другая сторона и соединительная. Продолжаю до этого угла. Здесь последний стежок приходится на первую петлю над отверстием и последнюю петлю перед столбиком. Готово. Шов проложен. Можно подкоротить нить, она точно так же впоследствии вяжется. С этой стороны проделываю то же самое. Складываю заготовку пополам по длинной стороне шестигранника и добавляю еще 2 шестигранника, сложенных пополам, с одной стороны и с другой. Здесь прокладываю швы по передней и задней части. Начать можно с одной стороны и пройтись по всем сторонам. Расстояние должно совпасть. Аналогично. После сшивания второй части нить не прерываю, а продолжу ей обвязку. Угловые точки должны совпасть, сложиться как пазлы. У меня последние 2 стежка до угловой точки. Здесь подхватываю обе петли, которые участвовали в соединении этих деталей, и продолжаю по другой стороне. Шов проходит мимо, нить можно увести наизнанку или здесь имитировать стык, увести под обе дужки кромочной косы, как в продолжении, и вернуть в исходную точку, после чего спрятать с изнанки. А здесь продолжаю.
Сумка приобрела гармоничную и симпатичную форму. Сейчас перехожу на обвязку, чтобы сгладить край. Здесь в конце петля подъема и за обе дужки кромочной косы. Одна петля в отверстие и далее по одному столбику без накида в каждую точку по кругу. На точках стыковки деталей буду провязывать убавление. В отверстие, где закрепится ручка, в моем случае провязываю 2 столбика в окошко. Если у кого поместится, можно провязать и 3. Далее продолжаю за обе дужки кромочной косы. Стык деталей. Один столбик вывожу из окошка, второй за обе дужки кромочной косы соседней детали. Тут у меня край начала сшивания, я его пускаю в полотно для того, чтобы потом не прятать. И провязываю 2 столбика вместе. Вот такая аккуратная убавка здесь получается. Перехожу на другую деталь. Один столбик в окошко и далее за обе дужки кромочной косы. Здесь подкорачиваю нить и делаю соединение рядов. В первую петлю кромочную за обе дужки и возвращаю в исходную петлю, где прячу по изнанке. Из этого материала сумка прекрасно держит форму, будет здорово смотреться как в большем, так и в меньшем варианте, в зависимости от размеров связанных заготовок. Мое изделие в ширину 35 сантиметров, глубина 24 сантиметра. Сумочка не требует вшивания подкладки, может служить как пляжным вариантом, так и комфортным городским шопером. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всю информацию по расходу пряжи и размерам изделия оставляю для вас в описании под этим роликом. Всем пока!